29 сентября 2022 года. Все спрашивают, везде пишут, на всех форумах, все кругом кричат, почему в Беларуси нет грибов? Но можно немножко акцент сместить и спросить иначе. Почему в Беларуси нет грибов? Да нет, есть. Все-таки они существуют. Все-таки они существуют. Ну, здесь хорошие дождики прошли. Пускай это подберезовики, пускай это еще не что-то супер-пупер. В целом, этот, конечно, уже не очень. Даже его, несмотря что холодно, его не поели, он просто состарился. Вот. И еще такой же. Сзади там. Здесь вот этот помоложе. Этот мы даже чикать не будем, потому что он кругом беленький. Вот он, хорошенький, молоденький. Ну а дальше вот грибы есть. И такую плантацию, конечно. Вот еще и какой-то подберез здесь вырос. Все спрашивают даже. Нет, это не подберез. Это, скорее всего, перечный. Вот такую плантацию красных мухоморов найти, увидеть. В этом году это уже большая удача. Мы будем проверять, почему в Беларуси грибов нет, или почему в Беларуси грибов нет. Ну, в канавках, как и в прошлый раз мы здесь были, идут маслята. Здесь вот переростки, это чистенькие. Посмотрим потом на него. Иногда бывает настолько усыпано ими, что просто, когда грибов много, и не останавливаешься. Но когда грибов мало, то, конечно, каждый масленок на вес золота. Вот этот червивенький, этот вроде нет. Этот тоже хорош. Этот малыш чистенький. То есть что-то, конечно, что-то наковырять при желании в лесу можно. Этот придавленный такой был его, похоже. Ну, если шкурку снять, будем смотреть. В этом году грибами разбрасываться не приходится, поэтому то, что видим, все проверяем и почти все берем. Ну, этот уже видно издалека, что он не очень. Вот эти большуны, скорее всего, будут старые. Но нужно идти дальше. Вот они. Видите, как они пошли в канавках. Осенние маслята чистенькие. Чистенькие. Вам хоть тепленько. Ну, да. И этот хоть и большой, но чистенький. Во всяком случае, он на жарку 100% пойдет. Так, этот я выпачкала или он? Нет, червивый. Эти маленькие, хорошие. А этот маленький, но уже нехороший. Эти тоже. Нет, вот этот нормально. Ну, а вот то, что здесь чаще всего и растет еще в этих канавах осенью. Чистый. Свежий. Вот, посмотрите, какой чудесный экземпляр. Это так называемое подосиновичное болото. Растут только подосиновики. Это, кстати, одному из оппонентов на одном из форумов, что это подберезовики. Да нет, это подосиновики. И вот он, даже его чуть-чуть пнешь, он сразу синеет. Самый настоящий болотный красноголовик.
назад нас болото порадовало, горчило, расстроило, потому что мы поняли, даже несмотря на жару и засуху, оно работало, было очень много переростков. Но что-то еще продолжает лезть, хотя его какая-то улитка уже успела подкушать. Ну вот еще один представитель красноголовиков. Хорошего качества, будет чистенький. Красиво растет. Красивый такой толстяк. Вот его тоже с одной стороны кто-то подъел, с другой стороны он образцово показательный. Мы не были здесь целую неделю. Приболели. Конечно, здесь наверняка кто-то еще был. Но тем не менее радует, что они продолжают расти. Хотя болотные подосиновики, они заканчивались даже как-то пораньше. Чем еще хороши болота, здесь всегда растут грузди. В этом году и с груздями проблемка. Поэтому все, что растет, все поштучно, но наковырять при желании небольшую партию можно. Вот они какие жирные, такие хорошие. Красивая. Красивые, да. Ну вот еще болотце, что нам дарит течка наша заречная. Хотя как такового речки нет, тут ручей, мы ее так назвали. Вот еще что здесь растет. Вот такие белые. Ой, не белые, это же польские. Просто очень хочется найти белые. Ну и это замечательный гриб. В прошлый раз в этом именно болотце мы вообще ничего не нашли. А на этот раз стали появляться вот такие красавцы. Все-таки не все потеряно. Прелесть Наверное. какая. Да, грибы в лесу есть. Да, вот так они начинают вылазить. Парочками. Да, и притом мы уже несколько подрезали, они абсолютно чистые. Польские редко бывают здесь болота чистые, если летом попадаются. А сейчас красивые. Откуда они вылазят? С таких прям местечек. И такие они, такие просто идеальные. Маленькие. Красавчик. Да. Вот они такие идеальные, такие малыши. Мокренькие. Да. Вот просто идеальные. Как мне нравится твоя заречная. Я вообще за что я люблю лес? Он всегда дарит надежду. Судя по обилию маленьких, не, может, еще не совсем обилию, но тем не менее, есть надежда, что через несколько дней будет гораздо больше. Вот всегда Наташа удивлялась, за что я люблю заречную. Ну вот, где же еще может такой вот пассажир расти? О, какой красивый. Вот. Как его можно не любить? Лера все приговаривает теперь, смеется надо мной, когда я бегаю этих малышей ищу. Как ты могла не любить мою заречную? Да нет, я ее любила, но просто она очень по ней очень тяжело ходить. Ну, посмотрите, какие малыши, не закрывайте сезон. Вот она надежда, что пусть даже белых не будет, но вот это уже пошло. Вот это вообще интересная сейчас картинка будет. Что там? Наташе придется доставать. Что там вообще? Это мы просто еще развернулись в другую сторону. Ну это
шапочку сбила. Да, я... Один слетел, а второй червивый. Да. Не дожил. Ну, второй неплохой. Второй. Ну, этот как раз и червивый был, что слетел. Но я А еще здесь ничего нет? пока больше не видно. Вот они начинаются около таких пней, болотцев. Не успели развернуться, а вот этот так вообще уже такой бутузяка. Хорошенький. Вот. Вот еще я тень не успела спрятать. И вот маслята, смотрите, они ау, и чуть в трубу не запрыгнули по дну канавки. Ну, какие они хорошие. Какие они чудесные. Нагастые? Да. Эти 100% чистенькие будут. Ну, этот чистый, абсолютно. Практически везде, где хоть какое-то время могла сохраниться влага, это вот какие-то канавы, вот какие-то приболотные территории, грибы есть. Ну и вот такие здоровяки, конечно, в этих же каналах вовсю встречаются. Чистый. Ну, такой огромный. Да, абсолютно чистый. Ну и, конечно, когда находишь вот такой экземпляр, потому что тут есть вот такие подберезовики помоложе, постарше, ну такой огненно-горящий, то есть вопрос уже звучит, почему грибов в Беларуси нет? Есть, вот они, вот они. Ах, какой, ах, какой, ах, какой. Просто каждый гриб, он Шляпу придает, покажи. Цвет. каждый гриб, он Ай, какая красивая. придает какой-то энергетики. И хочется бежать дальше, появляется азарт. Искать и искать и искать. Лес заряжает, грибы в том числе. Ну вот опять же приболотная канавка, в которых растут маслята. Вот еще, вот какая красота выросла. Ребят, не закрывайте сезон, правда, не закрывайте. Также они, конечно, полезли все дружно. Ну, вот это вот масленочек. Вот этими обочинами много где усыпаны. Ну, мы их не берем, хотя кто-то берет и даже тоже маринует. А маслята вот какие красавцы полезли. Вот эти малыши. Эти будут хороши. О, как пришлось его выковыривать. Вот еще впереди, но тоже побольше. Не прям все. Там, Да. да. Еще в придачу ко всему и маслята. Да, Валерий Викторович, видишь, ты поболел, дал грибам подрасти. Это чистый. Но они без меня не растут. Ничего, выздоравливай окончательно. Это все потому, что я сегодня взял свой нож. Это да. Это я соглашусь. Правда, я им не пользуюсь. Ты еще силы побереги. Вот они какие. Чудесные. Как я обожаю осенние маслята. Вот жирнюк. Чистенькие. Осторожно. Осторожно. Вот эти. Вот вообще. Вот эти. Вот это то, что я люблю. Эти еще только пошли. Ай, хорошистики. Ай, зайки. Ай, какие вы. Еще даже вот лезут маленькие. Ну, уже пускай подрастут. Мы сюда обязательно вернемся. Вот этот мы возьмем.
Ну, посмотрите. Вот такая кучка могучая. А вот он какой черноголовик. Молодой, хороший будет. Вот он какой чистенький такой черноголовичек. А в совершенно другой стороне вот такие маслята. Сейчас проверим. Крупноватые, конечно. Но чистые. Что приятно. Но абсолютно чистые. Крепкие. О, прелесть какая. Прелесть какая. Почему грибов нет? Есть. — 29 сентября 22 года. Сентябрь заканчивается. Белые грибы, к сожалению, так и не пошли. Мы надеялись, что сегодня это была бы нам вишенка такая на торте. Но вишенкой у нас окажется, скорее всего, осиное гнездо, которое мы обнаружили огромное в беседке для охотников. На днях охота открывается. Если, конечно, кого-то покусают, будет не очень. Маслята. Очень порадовали маслята. Но все трудовые, господи, лосиные мухи, все абсолютно грибы практически пошли по низинам, вблизи болот, по каким-то канавам, там, где даже еще летом стояла вода до этой великой засухи. Очень нас порадовали подосиновички, которые продолжают лезть молодые. Очень порадовали польские, которые вот такие вот толстячки, вот они такие полезли, хорошенькие. Ну, грузди и подберезовики, конечно, подберезовики, которые помоложе, они покрепче. Немножко собрали даже мухоморов. Нас еще в начале лета просили родственники на настойку мухоморов лечебную, но мы их не видели в таком количестве, чтобы вот можно было собрать, а вот сегодня у нас получилось. При всем при том, что тяжелое такое грибное время, мы выезжаем из леса с надеждой. В каких-то лесах здесь еще нету опят, но видели мы уже опятные такие пенечки, где совсем-совсем маленькие. В крайнем случае, если все-таки не пойдут белые, боровые в первую очередь, если не очень сильно разродится на польские, опят, я думаю, хватит всем. Поэтому мы сегодня очень счастливы. Спасибо, лес. Спасибо, сентябрь. Вот на такой ноте будем заканчивать. Надежда, она все равно остается, что грибы будут. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Да. Это страшно. Их здесь очень много. Лучше их не тревожить. Да, отдыхайте, ребята.